да? Привет, мои дорогие, с вами Ольга Патракова, и я хочу, чтобы мы вместе сделали сейчас необыкновенный, необычный по форме торт в виде куба с карамельным декором. Начнем мы с вами с бисквита, называется он черный бархат или red, не red, а black velvet. Поехали. Итак, берем любой противень прямоугольный, брызгаем его как следует маслицем. У меня, соответственно, в брызгалке просто растительное масло. Заправляем туда бумажку. По возможности, чтобы было как можно меньше складок, но это не принципиально в нашем конкретном случае. Так, если вот прям складочки раздражают, можно их обрезать. Вот таким образом это делается. Вот раз, два. Чтобы их было поменьше, и они на сами в бисквит не врезались, например. Так, подготовили. Следующее, что мы с вами делаем, это включаем духовку на 150 градусов. И в идеале вам бы узнать, где у вас в духовке 150 градусов, чтобы не ошибиться. Дальше распечатываем ингредиенты и тщательно взвешиваем их на весах. У нас с вами есть какао, масло растительное, кефир, масло сливочное, коричневый сахар, мука, шоколад темный, яйца, сода и разрыхлитель. Первое, что мы делаем, это берем масло и шоколад и топим в микроволновке до жидкого состояния. Ориентировочно на высокой температуре где-то минутки 2. Где-то примерно так. Далее берем сухие ингредиенты, кроме сахара, это мука, какао, разрыхлитель и сода. И тщательно их перемешиваем. Я перемешиваю вот таким вот классным венчиком. Но по правде все равно, чем вы будете перемешивать, не имеет значения. Да. Помните о том, что у вас в микроволновке шоколад. Не забывайте про него, проверяйте, как он там живет, все ли у него хорошо. Вот сейчас я перемешиваю, думаю, что, сейчас как у меня там что-нибудь не то будет, но вроде должно быть все правильно. Так, проверяем, как он там. Нет, ему нормально, он еще не начал топиться. Пусть еще пока потопится. Перемешали сухие ингредиенты, начинаем взбивать сахар коричневый. И, если нет коричневого сахара, в принципе, можно взять обычный белый сахар. Будет просто чуть-чуть вкус отличаться, менее карамельный, но это не принципиально. И яйца. На небольшой скорости сначала перемешиваем, а потом сильно-сильно взбиваем. И проверяем еще микроволновку. Еще потопить надо, все-таки недостаточно. Ага, вроде растопился. Да, хорошо растопился. Сейчас я чуть-чуть поперемешиваю еще. Сейчас, мешается мне. Сейчас еще поперемешиваю, чтобы от тепла разошлись небольшие комочки. И можно его, если что, если вот не расходится никак, можно блендером еще пробить его. Все, разошелся. Так, дальше мы с вами, смотрите, сухие ингредиенты перемешали. Нам надо перемешать еще мокрые ингредиенты.
Это кефир. Любой жирности может быть кефир, все равно. Растительное масло. И растопленный шоколад. И не обязательно перемешивать прям до идеально однородной консистенции, нам надо просто смешать вместе. Итак, у нас получилось с вами 3 большие миски. Первая – яйца, взбитые с сахаром. Вторая – что-то жидкое, непонятное. Третья – сухие ингредиенты. Вот после чего, после этого всего, мы должны добавить сюда краситель. Итак, если у вас сухой краситель, как у меня, мы добавляем его в сухие ингредиенты. Если у вас гелевый краситель, то мы добавляем сюда. Соответственно, сухого я добавляю пол чайной ложки. Гелевого вы добавляете, ориентировочно гелевого вы добавляете вот столько. Понятно, треть где-то ложки гелевого ориентировочно добавляете. И перемешиваем. Итак, так как мы уже повзбивали, сейчас мы в миксер добавляем сначала сухие, потом мокрые ингредиенты. Но в целом порядок не важен. Главное, чтобы быстро мы это сделали. Важна скорость. Отлично. Так, ищем формочку, которую мы подготовили. Долго не взбиваем. То есть наша задача только перемешать до однородного состояния и все. Взбивали мы с вами яйца. Все, больше после этого мы уже ничего не взбиваем. Что я еще делаю? Несмотря на то, что у меня очень хороший миксер KitchenAid, вот конкретно в данном рецепте он чуть-чуть не домешивает края. Поэтому я чуть-чуть домешиваю еще края. Получается такое вот довольно жидкое тесто. Выливаю в подготовленную форму. И по ощущениям оно все равно немножко, видите, комковатое. Так должно быть, вот как будто бы комочки какие-то есть. Так должно быть, оно не гладкое, не думайте, что оно гладким получится. Выливаем в подготовленную форму и ставим как можно быстрее в духовку. 150 градусов, где-то примерно на 30-40 минут. Так, разравниваем. Поднимается оно достаточно хорошо. Также для того, чтобы оно было более ровно встало, чуть-чуть стучим и ставим в духовочку на 30-40 минут. Так, дальше наша задача, смотрите, вот это вот все прибрать, помыть и приступить уже к крему. Но это я без вас сделаю сейчас быстренько, у нас же как бы волшебная сила телевидения сейчас все это приберет. Поехали? Для этого торта я хочу приготовить черный крем. Сейчас это очень модно, очень актуально, прямо черного цвета. По правде, основной секрет черного крема в том, что мы красим не белый, а красим коричневый. Для коричневого крема мы берем темный шоколад, сливки. Получается у нас с вами ганаш. Кто знает, что это такое? Кто не знает, то шоколад плюс сливки и будет ганаш. Подогреваем все это в микроволновке, пока не растопится. Ориентировочно, вот у меня на максимальной скорости минуты 2. И мы будем добавлять сюда какао, краситель синий и краситель черный. У меня красители гелевые фирмы Americolor. Ну все, сейчас, в принципе, приготовление достаточно простое. И после того, как у нас крем приготовится, мы это все добавим, перемешаем. Надо будет это еще остудить и немножко подвзбить, чтобы его просто стало больше. Взбивать, кстати, не обязательно, если что. Все, проверяем, чтобы у нас ничего не сгорело. Нет, нормально пока что. И бисквитик у нас печется, кстати, хорошо так. Прям красивенький. Угу. Прям вкусняша. На брауни. Да, на брауни похож, все верно.
Но будет вкуснее, абсолютно точно. Так, ну что, повисите пока на связи, пока я тут это все готовлю. Или что, или может паузу поставим пока? Давай паузу поставим. Так, вот ведь смотрите, у нас уже разошелся шоколад. Видите, он растопился. Да, и аккуратно перемешиваем, пока они не соединятся, эти две массы. Сильно не булькайте, иначе все на столе будет. Вот, аккуратно перемешиваем, пока они не соединятся. Кажется, что этого не произойдет, я знаю. Верьте мне, верьте, доверьтесь мне. Аккуратненько, аккуратненько перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Перемешиваем, пока они не соединятся в красивую-красивую массу. Вот уже почти, еще немножко. Вот, и уже коричневый крем мы уже с вами будем закрашивать. Итак, первое, что нам надо сделать, это добавить какао для плотности цвета. Потом мы добавляем ориентировочно где-то по пол чайной ложки красителя синего и черного. И пробиваем блендером, чтобы хорошо разошлось. И даем постоять еще крему, чтобы краска схватилась. Угу. Так, ладно. Это синий я добавляю. И черный. Черный у меня есть вообще еще тут. Ну, вы знаете, как в анекдоте с евреем и чаем, как сделать хорошую заварку, не жалейте. Вот. И сочетание этих цветов дает, в принципе, черный цвет, хороший кардинальный черный цвет. Единственное, что он схватывается не мгновенно, поэтому обязательно надо еще дать постоять. Видите, прям отличнейший черный крем. Так, все, я пошла за блендером. Сейчас пробью блендером. И наш крем, в принципе, готов. Мне нравится, хороший. Прям кардинально черный цвет. Так, а может быть, а нет, все равно. Показываю, как я пробиваю блендером. Ничего страшного нет, просто жмякаем и все. Отлично. Прямо супер. Все, и даем ему остыть до комнатной температуры. Так, здесь все. Слушай, сейчас тут все испачкаю. Ну, как обычно, короче. И в это время у нас уже испекся бисквит. Давайте его достанем. Да. Смотрим. Хорошо, запекся, в трещинах везде запекся. Поверхность практически ровная. Отлично. Ему надо дать остыть до комнатной температуры. Меня покажи. Ему надо дать остыть до комнатной температуры. Потом поставить в холодильничек примерно на час. На час, можно на 2. Примерно дать, чтобы можно было его нарезать. Иначе он очень мягкий, вы его просто не нарежете. Пока у нас просто остывает. Вот, а мы сейчас еще приготовим карамельный декор. Поставь пока паузу, а я вот тут приберусь пока.
к приготовлению сейчас декора из карамели. Я хочу, чтобы у меня в торте были такие пластины из карамели с дырками. И легче всего это сделать из глюкозного сиропа. Для этого берем глюкозного сиропа, ориентировочно где-то 100-150 грамм. Мне нужно 2 вот такие ложки. 1 ложка, 2 ложка. Добавляем краситель. Я хочу по контрасту добавить красный краситель, но вы можете и черный добавить, синий, любого цвета, какой вам кажется будет хорошо. Где-то 1/3 чайной ложки. Перемешиваем. У нас глюкозный краситель от температуры будет более жидкий и хорошо разольется. То есть не переживайте, что у вас сейчас там мало вам кажется или еще что-то такое. И аккуратненько полоской вот такой вот длинной выливаем. Вот я эту полоску поломаю на 2 части и вставлю. Посмотрю, опять же, как получится, может быть, одной частью поломаю. Вот, мне надо, главное, чтобы была такая длинная она. Вот. Но она растечется, не пугайтесь. Итак, ставим в духовку. Духовка, силиконовый коврик у меня здесь. Это обязательное условие, обязательно силиконовый, который выдерживает выпечку. Он не армированный, можно не армированный. Итак, ставим температура 200. Ориентировочно на 10-15 минут. Будем смотреть по состоянию. Все, ждем. Оно сейчас начнет... А ты выключила уже? Нет еще? Ну, короче, оно сейчас начнет кипеть такими красивыми пузырями. И через 10 минут надо будет вытащить, остудить, и, в принципе, все готово. Вот и все приготовление. Снимаешь? Ну что, вот так оно примерно выглядит у нас. С пузырями. Ставим, чтобы оно остыло. Вот, ну и, соответственно, наверное, я, получается, вот так вот отломаю. Вот, сейчас-то у меня... Да, не, ну сейчас оно застынет. Вот здесь вот этот край мне нравится красивый, вот этот край хороший получился. Вот. Все, и даем остыть. Так, ну что, у нас бисквит уже охладился, и мы приступаем к сборке торта. Мой торт будет 15 на 15 сантиметров. Из бумажки я вырезаю лекало, выкройку. И да, вам кажется сейчас, что это очень маленький тортик. Поверьте, этот тортик весом будет больше 2 килограмм. Просто доверьтесь мне, верьте. Выкраиваем лекало. Дальше берем бисквит, проверяем, чтобы он отошел у нас от формы. Так как он замерз, он должен хотя бы чуть-чуть уже держать форму. Да, есть такое. Вот, отделяем его от бумажки. Отделяем его от бумажки. Не особо он у меня замерз, но вроде нормально. Вот. И выкраиваем столько квадратиков, сколько у нас получается. Отличный, влажный такой, мокрый. Вот, у меня получилось, ну, я думаю, что 3 квадратика, я думаю, что у меня получилось. И складываем их, промазываем кремом на любую досочку. Вот. Желательно ровной стороной вниз. Положили. Промазали кремом. Крема я беру немного, так как у меня очень сочный влажный бисквит. Вот. Вы можете промазывать кремом любым, белым, маскарпоневым, например, масляным, ганашем в чистом виде. Но так как я хочу получить торт с названием «Черный квадрат», я промазываю вот таким вот. Если у вас есть кусочки, которые состоят из нескольких частей, то их кладут всегда вовнутрь. И я думаю, кстати, что они у меня большеваты. Сейчас я померяю. Так вот сложу. Да, не получается квадратик. Надо подрезать до квадрата.
так вот. Раз и вот так вот 2. Так. Большая сторона. Вот так, наверное. Раз. Это 2. В шов желательно, чтобы тоже попал крем, чтобы хорошо склеился. Но это не принципиально важный вопрос. Торты ровных форм считаются одни из самых сложных тортов, потому что мы с вами завтра уже будем работать над углами четкими, ровными, над четкой формой. Вот поэтому не смотрите, что сейчас это не очень похоже вообще в целом на квадрат, на куб тем более. Вот. Будет хорошо, будет. Вот. Соответственно, здесь у меня есть высокий край, я его кладу в самый, как мне кажется, низкий уровень. Вот в таком. Вот. И вот в таком состоянии, чуть-чуть, я сейчас по бокам его еще замажу, прям чуть-чуть. Он у меня идет в холодильничек и ждет завтра. И мы вернемся к нему завтра. То есть нам надо сейчас поставить его будет в холодильник ориентировочно на 6-8 часов. Я поставлю на 12. Все, я ушла в холодильник. Маш, я сейчас микрофон сниму. Коли. Ну что, так, смотрим на это счастье, что у нас тут получилось. Видим, что пока что оно на куб вообще не похоже, даже на прямоугольник так особо не тянет. Я вижу из такого, то есть он дал усадку, видите, сюда больше, сюда меньше. Раз, да, соответственно, сверху, снизу у нас подкачали немножко края. И что я хочу вам сказать, это абсолютно нормально, то есть не пугайтесь, если у вас вот оно выглядит так же. Наша задача это теперь превратить в более-менее прямоугольное что-то. Итак, по линеечке встаем сверху, отступаем примерно полсантиметра, обрезаем ровно по линейке один из краев. Бисквит этот очень хорошо замерзает в холодильнике. Не пугайтесь, он не засох, не испортился, он всего лишь у нас подмерз. Вот. Дальше, на всякий случай говорю, что мы с одной стороны режем ровно, а с другой стороны можем вдруг, видите, резать под наклоном. Поэтому, если обрезаете, обрезайте всегда, поворачивая торт, а не выворачивая руку. То же самое делаем со всех остальных 4 сторон. Подрезаем. Не пробуйте это замазывать, потому что ровно все равно не получится. Оля, то есть, такая, знаешь, позитивная, ровно у вас все равно не получится, замазать не пробуйте, вот, куда уж вам, не, ну правда, выкиньте сразу, Маша тоже добрая сегодня. Я за обрезку. Первое, всегда довольны родные и близкие. Конечно, я думаю, что ваши родные и близкие, наверное, вообще уже ничего не едят. Вот, но мы все равно будем кормить этим всем. Нам же надо знать, это съедобно вообще или нет. Так, подрезали по 4 сторонам. Так, подрезали по 4 сторонам. Достаточно ровненько. И в данном конкретном случае, так как торт у меня очень и очень плотный, я сделаю вот так вот. Я эту сторону сделаю боком. Понятно? То есть у меня торт будет стоять вот таким вот образом. Это можно делать так, широкой стороной вниз. Это можно делать только с теми составами, которые при оттаивании будут держать форму. И смотрим, соответственно, чтобы у нас еще так вот он выглядел ровно. Мне кажется, у меня верх немножко какой-то кривоватый. Но в целом примерно то, что нужно. Убираем, соответственно, всю грязь и приступаем к обмазке. Мне удобно обмазывать всегда на промежуточной подложке.
Если вам удобно обмазывать сразу на конечной, переставляйте на конечную итоговую подложку, обмазывайте на ней. Мне, в принципе, все равно. Берем любой шпатель, вот этот, или, Машунь, дай мне, пожалуйста, плоский. Вот такой вот, и потихонечку начинаем обмазку. Первая обмазка черновая. Нам надо просто обмазать тортик. По возможности, по максимуму сохранить его геометрию. Я начинаю обмазку всегда сверху. Небольшими движениями справа налево положила, вот видите, справа от центра к краю. Небольшими движениями от центра к краю размазываю сначала вверх. Потом такими же движениями обмазываю каждую сторону. Так как торт не круглый, да, он не круглой формы, то мы, по сути, каждую сторону обмазываем как бы отдельно. То есть у тебя внутри должно быть ощущение, что мы отдельно это делаем. Раз, это загнули. Начинаю с больших всегда сторон. Опять же, мне удобнее так. От центра к краям. Намазала. Все остатки, которые есть, тоже к центру смазала. К центру. Сложность таких тортов в том, что надо оставить хорошие углы, красивые и ровные грани. Это прям реально достаточно сложный момент такой, потому что чаще всего у нас, ну, у девочек, я считаю, вообще в целом геометрия — это не наш конек. Обмазываем на черновую. Каким образом? Смотрите, я выравниваю одну сторону в бок. Потом загибаю и как срезаю, что ли, вот этот угол формируя. Обмазываю в бок, срезаю и загибаю. Проверьте обязательно, чтобы вот здесь вот было достаточно материала, чтобы нам из этого можно было спокойненько формировать уже углы красивые. Для всех начинающих я рекомендую обмазку в несколько этапов. То есть обмазали один этап, убрали большие огрехи, то, что сильно выделяется или сильно мешается. Поставили в холодильник, ориентировочно на полчаса. И потом уже, соответственно, делаем все то же самое второй, третий, четвертый, пятый раз до победного конца. Вот. В особо запущенных случаях, прям когда совсем беда-беда, можно обмазывать торты с уровнем, со строительным. Это прям когда сильно, например, с геометрией сложности, то тогда для этого есть инструменты, которые нас спасают. Вот. Осторожненько сейчас подровняю вверх, прям совсем чуть-чуть. Вверх я как делаю, смотрите. Я беру вот выступающие все части и аккуратненько срезаю их к центру. При этом не вот таким образом, не ломая, а именно срезая, как будто бы сверху немножко. Так, вот на этом этапе все, мы идем в холодильник. Ориентировочно где-то на 10-15 минут. Понимаем, да? Вытащили из холодильника это нечто. И дальше берем любой острый предмет, которым вам удобно работать. Мне удобно работать обратной стороной небольшого ножика. Вот. Как бы вживаемся в роль джамшуда или там кого-нибудь еще из таких вот уже отделочников. И очень аккуратненько превращаем наше нечто путем соскабливания
в идеально прямоугольник. Сразу хочу сказать, что самое главное здесь не торопиться. Вот. Я чищу сначала так же, как и обмазываю верхнюю поверхность. Для того, чтобы она блестела, мы потом горяченьким пройдемся ножиком, и она будет блестеть. Но в целом меня и матовый такой цвет черный устраивает. Вот. И потом, соответственно, потихонечку переходим на все остальные поверхности. Чищу спокойненько, счищаю боковые поверхности, счищаю их. Так, чтобы они стали ровные. Там, где не хватает, например, вы видите, что не хватает, там мы немножко докладываем. Если лишку можно прямо обрезать. Сначала поверхности, и потом только уже приступаем к выравниванию углов. То есть сейчас пока что вот на это вот место не смотрим. Это я пока не трогаю вообще. Выравниваю просто поверхности, выравниваю, чтобы поверхности были ровные, насколько это вообще возможно. Так, давайте просто поснимаем сейчас, как я работаю. И я звук уберу потом, потому что, в принципе, объяснять тут нечего. Работаю над поверхностями. Ya de escuchar que debería olvidarte y no regresarás. Casi a diario me aconsejan que rehaga mi vida y busque a otra mujer. Me encuentro perdido, sin rumbo, vagando en un mundo entre la espada y la pared, donde te apareces por momentos y a cada instante te vuelvo a perder. Y puede ser que lleven razón, pero eso no calmará el dolor. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Le daré tiempo al tiempo, dejaré en este último intento mi vida y mi razón de ser. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Viviré mientras tanto, deseando el momento de tenerte de nuevo frente a mí. Siento es que mientras que me amas no lo quieres ver y se nos va la vida robando tiempo al tiempo, entregando caricias a otros cuerpos. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Le daré tiempo al tiempo, dejaré en este último intento mi vida y mi razón de ser. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Viviré mientras tanto, deseando el momento de tenerte de nuevo frente a mí. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Le daré tiempo al tiempo, dejaré en este último intento mi vida y mi razón de ser. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí. Viviré mientras tanto, deseando el momento de tenerte de nuevo frente a mí. Seguiré esperando, porque sé que tú volverás algún día, volverás a mí.
Так, ну в целом у меня уже все готово практически. Сейчас я почищу нижний край и переставлю на постоянную подставку. Если вам хочется, чтобы блестел тортик, можно пройтись полностью горячим еще ножом и придать ему блеска. Так, давай паузу сделаем. Для того, чтобы текстура получилась более интересная, я предлагаю следующее сделать. Берем кипятком, поливаем спатулу или железный большой нож, если он у вас есть, вытираем его обязательно. И аккуратненько, аккуратненько, можете снизу вверх, можете сверху вниз, подтапливаем частично нашу поверхность, чтобы он как бы местами становится такой гладкий. Тоже это будет очень хорошо, очень дорого смотреться. Угу. Так, все, и приступаем, в принципе, к декору. Из декора я хочу сделать небольшие потеки золотые и, соответственно, сделать декор из нашего изомальта, укрепить его. Так, сейчас я подготовлюсь, пока паузу тоже. Так, для декора нам понадобится белый шоколад. Инструменты смотрим. Водка неизвестно какой марки, кондурин и изомальт, который весь, ой, изомальт говорю, и карамель, которую всю наделали. Так, белый шоколад топим аккуратненько. Я в микроволновке это делаю на небольшой абсолютно температуре, ориентировочно где-то минутку. И проверяю, чтобы она нормально приготовилась. На всякий случай говорю о том, что белый шоколад топится при температуре где-то градусов 40-45. Это совсем небольшая температура, поэтому очень важно его не перегреть. Перегревать нельзя. Маша, дай мне ложечку, пожалуйста. Еще. Вот прям еще капелюшечку. Угу. Нам надо, чтобы шоколад у нас стекал каплями, поэтому проверяем, чтобы он у нас не просто расплавился, а еще и тек. Этот не течет, значит, нагреваем еще. Так, проверяем, чтобы тек. Ну, в общем, пока что еще не совсем течет, но уже прямо рядом. Нам же красиво надо, чтобы он тек. Вот, все. Перекладываем в небольшой мешочек.
Отрезаем кончик. Я, видите, закрутила, чтобы не вытекло. Отрезаем кончик и смотрим. Аккуратненько я хочу вот здесь, чтобы у меня с угла было несколько капель. Каждую капельку мы выпускаем. То есть мы ее прямо должны с вами конкретно выдавить каплю. Примерно вот так вот. Можете больше делать, можете меньше. Мне вот хочется так. Дальше нам надо дать застыть сейчас, да, и аккуратненько покрасить золотой цвет. Для золотого цвета я беру кондурин. Какой найдете? Вот у меня хороший бронзовый импортный кондурин. Но в принципе, ну, можно и любой отечественный, тоже нормально. И буквально каплю водки. То есть должна получиться у нас с вами краска, похожая на гуашь. Не жижа, гуашь должна получиться. Это вот я много взяла, мне кажется. Обратно зальется водяра-то. Так, перемешиваем. Да, нормально. А, нет, можно еще. Оля жадной водки пожалела. Да, нормально. Ну и кисточка, понятно, да, понадобится, чтобы рисовать. На спирт очень хорошо ложится на шоколад. Вот, что там застыло. Как только матовым становится, в принципе, уже застыло. Сейчас еще чуть-чуть прямо подождем и покрасим. Так, пока я примерю, что у нас есть с вами из карамели. Так, это все. Сюда поставлю подальше. Это все, да. Так. Очень аккуратно отделяем нашу пластину. Очень аккуратно, она хрупкая. Прям очень аккуратно. Отделили. Нет, не отделили. Отделили. Вот. А мне она большевата для торта. То есть она у меня в таком виде закроет весь торт. Хотя вот так круто, кстати, смотрится. Вот. Поэтому я хочу побить ее на несколько кусочков. В идеале, если она у меня разломится вот так. Вы знаете, что идеала практически никогда не бывает. Но мы рискнем. И это называется художественный беспорядок. То есть как получится. Страшно-то как. О, практически то, что нужно. Угу. Уже не то, что нужно. Сейчас. Мне сверху еще нравится, но я хотела поперек сделать. В квадрате, типа поперек, он прорезан такими штуками. Раз. И вот так. Например, раз. И вот так. Два. Да. Вы можете украшать, как вам душа, ваша душа просит. Моя душа просит экстрима сегодня. Ну, кстати, вот так прикольно. Вот так. Угу. Две. Два яруса, да. Ага, все, вот так, значит, оставим. Так, у меня шоколад застыл. Сейчас шоколад тогда я погрею. Ой, покрашу. Ну вот. Тут ничего сложного нет. Главное аккуратность. И осторожненько. Просто осторожненько закрашиваем.
Dentro de mí hay una parte de ti que nunca pude borrar, porque debo admitir que dentro de mí vive un recuerdo de ti que ya no quiero olvidar, prefiero tenerte así. Siento una lucha en mi interior que me desvela si pienso en ti, que irrumpe en madrugadas solo llenas de desamor. Y aunque no quiero verme así, admito que sigo pensando en ti, sigo sintiendo que estás aquí. Y aunque te dije que sí, nunca pude olvidarte. Dentro de mí hay una parte de ti que nunca pude borrar. Сейчас отполировываю то, что получилось. В принципе, все, капельки у меня готовы. Вот. И дальше секрет, как мы вставляем изомальт. По правде, ой, изомальт, карамель. Еще меня, знаете, что часто спрашивают, что делать с оставшейся краской? У нас, по правде, сейчас высохнет спирт, вот то, что в водке спирт испарится. И, в принципе, можно также сложить обратно в баночку и использовать в следующий раз. То есть он уже не портится, ничего с ним не будет. Итак, примеряем, как оно там должно быть. У нас в 2 яруса мы хотели как-то это сделать. Вот. И мы в идеале должны с вами надрезать торт. И в надрез уже вставить нашу карамель. Я знаю, что это страшно. Я знаю. Поверьте мне, мне тоже страшно. Вот. Так. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas. Здесь вот так вот. Mi niña linda, yo te juro, под углом немножко, чтобы он стал. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca. Соответственно, если хочется, можно добавить еще каких-либо небольших деталей. Например, там какой-либо крошки или каких-нибудь небольших кусков вот таких вот. Приклеивать, если хочется, то на ганаш. Вот. Да, мне кажется, надо. Такой элемент. Между двумя. Ну-ка, подожди. Может быть, все криво так. Так, давай, может быть, вот так еще врежем. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Это обычная проблема художника. Что-то надо, что неизвестно. Примеряйте. Мне всегда мусора не хватает, честно вам скажу. Я бы еще намусорила где-нибудь. И 2 ушки. И такие, знаешь, это типа человечек такой, а у него тут ушки такие. Вот. Может так? Не, мне кажется, вот середину заполнили и все. Вот он квадрат, наш странный квадрат. Так, ну что? Если вам хочется, добавляйте декор сверху. Если вам хочется, добавляйте декор снизу. Если вам хочется, декорируйте как угодно. Вот я хочу торт свой видеть пока что в таком виде. Что мы делаем дальше? Протираем подставку обязательно, фотографируем и хвастаемся перед всеми знакомыми, какой офигенный торт мы сделали. Все, дерзайте.